Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня я хочу сделать расклад на 3 варианта. Ну, такой, в принципе, это формат отношений. Мы посмотрим, что хочет сказать для вас загаданный вами человек, ну, или что хочет сообщить. Ну, или о чем он молчит, вот в таком ключе, да, или что бы мог сказать, или что он хотел сказать, но не сказал, ну, вот в таком ключе. Тайм-коды, как всегда, вы найдете в описании. Сегодня будет 3 таких необычных колоды, ну, как необычных, колоды, да. Первая колода у нас будет называться Таро Ленорман. Вторая колода Светлого Провидца. Ну и третья Таро Босха эксклюзивная. Давайте так его назовем, потому что их там много разных колод. У меня их 2. Ну, вот такая эксклюзивная. То есть, если тянетесь подсознательно за эксклюзивчиком, ну, возможно, это колода. Как всегда, вы можете послушать все 3 расклада или какую-то комбинацию, или один. Я кажусь, справа ваша. Да? Давайте посмотрим вообще, кто вам этот человек. Вот первый вопрос, который у меня идет в первом раскладе. Кто он для вас? Давайте вот так вот пойдем по такому пути. Кто он для вас, этот человек? Так, ну, смотрите, 10 пентаклей. Это какой-то родственник, ваш друг. Может быть, там муж, жена, мама, папа, ну, кто-то из близких людей. Как бы связан с вами родственными узами и корнями. Знаете вы этого человека давно достаточно. Ну, и, в принципе, скорее всего, дружелюбно к вам был раньше настроен, да. Как он относится к вам сегодня, да, вот каким он видит вас сегодня, каким он вас видит сегодня. Он не понимает, что с вами происходит, он не понимает вас, ну и он видит, что как бы вы в своей судьбе не можете решить какую-то задачу, не можете с чем-то справиться. Он как бы, знаете, каким он вас видит? Запутавшимся, вот так, запутавшимся, и ему, знаете, вот как ему со стороны лучше видно, может, он даже так и говорит вам, да, молчи, несчастная, или молчи, несчастная, я сам отсюда лучше вижу, да? Вот. Ну, то есть, как он видит вас человеком, который не может решить, в принципе, очевидно легкую задачу, несложную, но... И как бы, да, он вам еще может так говорить даже, что, ну, ты как бы сам себе придумываешь какие-то сложности, там такое. То есть он вас как бы не обвиняет, но и не понимает. Да, вот так. То есть он вас видит непонятным человеком. Кстати, 12, как минимум, вы связаны или кармой, или что-то вы друг другу должны, ну, вот такое вот, да. Дальше. Этот человек, в принципе, настроен к вам дружелюбно, но давайте посмотрим, стоит ли ему доверять, да, вот, стоит ли ему доверять. Тройка жезлов, да, в принципе, даже тут доверяй, не проверяй. Видите, доверяй, но проверяй, вырвалось, да. Нет, доверяй, не доверяй, да, но именно от этого человека в перспективе что-то зависит. То есть, смотрите, вы как бы не то, что у вас вопрос, стоит ли ему доверять, не стоит, вы вынуждены ему доверять. Тройка жезлов. От этого человека зависит ваша перспектива. Поэтому просто так, ну, вы не можете с ним просто так разорвать какие-то связи, там, родственные, неродственные. Вот у него ключик пока что. То есть, ключ от всех дверей у него. Вот так. Давайте посмотрим, он вам отдаст этот ключ или нет, или вам придется его забирать. Ну, смотрите, вам придется его не забирать, у вас придется у него этот ключ выкупать. То есть вам придется давать ему деньги или что-то очень дорогое, что вам принадлежит. Интересно так выпадает. Вообще центральная карта выпадает тройка, и для вас как бы, но вы зависите от этого человека, и ваше будущее практически, ваша перспектива зависит от этого человека.
Ну и давайте последнюю такую карту, да, которая будет характеризовать вашу ситуацию, еще сюда доложим, чтобы мы понимали картину. Ну и смотрите, здесь на самом деле паж жезлов, да, вы к этому человеку периодически, как бы циклами какими-то, периодически обращаетесь. То есть вы пытаетесь от него освободиться, отходите от него и опять к нему, и опять к нему. То есть у вас какая-то есть цикличность, ну и паж о цикле, да, жезлов, тем более. И вот эта бабочка и девятка пентаклей, то есть, ну как бы у вас с этим человеком кармические отношения цикличного характера, где вы зависите друг от друга и друг другу что-то должны. Ну вот так. Тем не менее, он может быть даже вашим родственником, близок к вам, он вас не понимает, но по сути, знаете, как он вас и не держит, и не отпускает. Как бы есть какая-то причина. Давайте посмотрим, а какая причина держит вас возле него. Почему-то родился этот вопрос. Выпадает Иерофант, а он обладает знаниями. Ну, может быть, это муж, естественно. Может быть, конечно, это мужчина. А может быть, если вы женщина. А вот, тем не менее, если вы мужчина, все равно это может быть и мужчина, там, отец и так далее. Да, то есть есть... Больше это к отцу, как бы, да, он для вас как отец, этот мужчина, да, как минимум, или этот человек, он или как отец, или имеет какие-то для вас знания. То есть он знает больше, чем вы, то есть, да, вот и все. Или он умеет больше, или он более, ну давайте, он более грамотный, он не мудрый, не более мудрый, он более умный, да, вот так. Ну, как минимум, этот человек имеет для вас авторитет. Давайте посмотрим. Что он думает о вас сегодня, этот человек? Его мысли о вас? Ну, смотрите, он почему-то видит вас как бы в десятке мечей, то есть или больным, ну, нездоровым, давайте так скажем, или умирающим. То есть вы в его мыслях умираете. То есть или он вас, ну, как бы перестал воспринимать так, как здорового человека, да, то есть ну, как минимум, давайте так. Он думает о том, что вы умерли. Или он думает о том, что вы закончили что-то. Или, знаете, вот я не хочу вас оскорбить, да, но он... Вот сейчас могу сказать, как вам будет больно, да. И если будет больно, да, это может быть и так. То есть он думает, что вы конченый человек, да, в плане того, что вы неисправима, то есть вас невозможно сделать, то есть он не может с чем-то смириться, с тем, что у вас происходит, да, то есть как бы он уже так, знаете, как махнул так, ну, как ребенок на вас, да, рукой, или как на ребенка даже, да, вот почему-то мне кажется, что это все-таки больше ваша карта, а не его. Ну, тут Иерофант, поэтому он, как бы, знаете, уже он, ну, относится к вам как к ребенку, да. Поэтому он думает, что у вас все плохо на самом деле. Он не оценивает вас, не видит вас в ресурсном состоянии. На самом деле вот эта карта, она часто у каких-то, знаете... ну вот он видит и думает, что вы делаете, давайте так, глупости. Опять смотрите, десятка и 2, 12, понимаете? А здесь если мы 12 и 5, 17, и опять 12 и 5, 17. То есть здесь какая-то звезда, то есть вы как бы... Он вас видит человеком экзальтированным и где-то на своей волне. Вот. И, знаете, он уже устал и думать о вас, и помогать вам, и что-то подсказывать. Да, вот делай как хочешь. Какие чувства у него? Что он к вам испытывает? Какие чувства? Девятка чаш. Ну, смотрите, он старается, знаете, как не показывать, во-первых, эти чувства. Он их держит в себе. Транслирует вам такое, знаете, дружеские такие флюиды, да, вот эти вот посылы такие. То есть он чувствует, что ему без вас, имейте в виду, без вас, гораздо комфортнее, чем с вами. Но с вами он может проводить время какими-то уютными, коллективными вечерами. Слышите, да, вот рождается поток, рифма, да, идет вот такая вот стихотворная. Это говорит о том, что, в принципе, ничего какого-то такого, ну, как бы, знаете, как хорошие друзья вы можете быть, и он как бы не против, но менять он вас, как бы, да, и влиять на вас, давить на вас,
он уже отказался, да, то есть он решил вас не менять. Но в чувствах испытывает к вам такое, знаете, теплую дружескую компанию. Вот в чувствах он к вам чувствует теплую дружескую компанию, как бы это ни звучало, как-то там может быть. Ему с вами комфортно, да. Иногда встречаться, не всегда, да, то есть там посидеть где-то, пообщаться, потолковать о чем-то, да, вот как-то так. Давайте посмотрим, что он будет делать. Хотя делать он ничего не думает, да, на самом деле. Десятка мечей, ну, вот как бы так вот, просто все ровненько, да. Что будет делать? Смотрите, учитывая десятку мечей и девятку мечей, он максимум хорошего что-то может сделать. Это я сейчас говорю пока о хорошем. Вообще выпадают крысы. Ничего хорошего он вам не сделает, по большому счету. Вот. Но по сути, если по-честному взять эту карту сюда сейчас сказать, этот человек может, вот что он будет делать, он будет вас загонять в тупик какой-то, заводить в тупик. Давайте посмотрим, почему так происходит, почему он вас будет заводить вот, с какой-то радости, да. Он любит вас и все. Поэтому он вам, знаете, тут он не будет оставлять вам выхода. Не будет оставлять вам выхода. И будет как-то делать так, чтобы вам, знаете, как на душе кошки скребли, мыши бегали, и вам было сиротливо без него, и печально, и грустно, и вообще нересурсно. Поэтому, знаете как? У меня такое ощущение складывается, что этот человек держит вас, знаете чем? Тем, что вы по кому-то скучаете, тоскуете и кого-то не можете забыть, отпустить. Вот так вот. Возможно, его, возможно, еще кого-то. То есть для вас вот этот человек, который о вас думает, он является компенсатором вашей утраты. Компенсатором вашей утраты. Почему? Смотрите, пятерка, десятка, дьявол. То есть вы к нему привязаны, потому что отвязаться от чего-то или отпустить что-то прошлое вы пока не можете. Ну, вот такой. Плохо это или хорошо? Это не плохо, не хорошо. Вам для чего-то этот человек нужен. И я не отрицаю того, что вы с ним разойдетесь когда-то, но и не отрицаю то, что вы будете с ним надолго вместе. Все зависит от того, насколько подходит вам его энергетика, да, и не страдаете ли вы с ним вместе. Да, я не вижу здесь ничего плохого. Вот такой интересный расклад появился. Напишите мне ощущения от вашего такого погружения в первый раскладик. Мы движемся с вами дальше. Расклад номер 2. Давайте посмотрим, кто он, этот человек. Вот, кто он для вас. Да? Давайте вот так. Он это какой-то предатель прямо сразу. Или какое-то недоразумение. Или вообще какой-то, знаете... Кто он для вас? Он для вас фейспалм, да, такой шлеп, да. Ну, смотрите, давайте, он или вас предал, или он вас подвел каким-то образом. Пятерка мечей — это, предательство, там все такое плохое. То есть, как минимум, может, что-то там вам накаркал, какого-то такого чего-то. В общем, это не лучший человек для вас, как минимум, человек разочарования. Он для вас. А давайте теперь посмотрим, а кто вы для него. Вот как рождается поток. Кто вы для него? Вот. А что ж такое сегодня такое? Оп. Кто вы для него? А вы для него тоже луна. Смотрите, знаете, я такая прислів'я українське, яке йшло, таке здибало. Да? Так и тут. Смотрите, он для вас, не очень прям хорош. А вы его как-то тоже или разочаровали. Вы как бы, знаете, вот друг друга закумарили, давайте так скажем, просто. Да? Как минимум устали. Вот. Вы его как бы эмоционально истощили, завампирили, может быть, да. А он вас просто тупо там кинул, подвел, там, вот такой, реально предатель. Давайте посмотрим, а что между вами реально есть. Нет, давайте, что между вами реально было для начала. Вот это было, вот это есть, а вот это будет. Ох, как родилось у меня, пошло, да. Что было между вами? Между вами как минимум была дружба такая. Дружба с намеком на любовь.
И здесь такой мужчина, как бы, мужчина тут подводит женщину больше. Мужчина такой, может быть, предатель или балабол, вот такое, да. Или несерьезный какой-то, но больше балабол. Больше балабол, и мог, вот здесь мужчина мог воспользоваться, там, знаете, совратить женщину. А женщина именно тут такая вот сексом играла и запуталась в конечном итоге. Может быть. Дальше. Что сейчас между вами? Между вами сейчас жрица. То есть у вас может быть треугольник. Там мужчина ушел к другой женщине. Женщина могла наколдовать. Луна присутствует и жрица. И здесь без магии не может и не обойтись. 18 и 2, 20. Похоже, что что-то резко изменилось, кардинально изменилось тут у вас. Не исключаю, что нужна будет чистка, хотя это не диагностика, но жрица с Луной это такое. Как минимум, мужчина мог здесь, знаете, потерять голову, просто ему там в ухо влили: я тебя люблю, она ему там нашептала, да. Ну и, естественно, его увела. Такое может быть. Ну, то есть банальный треугольник соперницы, которая забрала себе мужчину. Мужчина предатель, потому что ушел, а ушел он потому, что он сошел с ума, условно говоря. Что будет между вами? Очень скоро что-то будет, да, похожее на отношения, на чувства. Ну, давайте посмотрим. Уточняющую карту: 8 жезлов. Что-то должно произойти. Вот. Смотрите. Здесь сложная ситуация на самом деле. Здесь рыцарь пентаклей. Мужчина останется. Давайте посмотрим, останется с кем. У меня такое ощущение, что будут качели. Башня. Вот его вот реально, смотрите, мужчина останется, но его будет телепать, колбасить. То есть я вам говорю, у вас в ближайшем времени будет куча потрясений, куча скандалов. Не исключу, что этот мужчина может начать бегать, метаться. То есть, кстати, симптоматикой этих отношений сейчас у вас и у него могут быть головные боли. Башка болит, не соображает, он сходит с ума, а вы в эмоции там тонете, ходите, истерите, рвете волосы, ногти грызете, на носу ковыряетесь, да, ну такое, и вот как бы пребываете в таком вот посттравматическом состоянии. Ну, давайте еще одну карту. Смотрите, паш пентаклей. Смотрите, очень интересно. У вас могут быть дети еще, кстати, имейте в виду в перспективе. Или вас связывают дети, и этот мужчина будет бегать туда-сюда, метаться. Вот такая вот перспективка интересная. Что думает о вас сегодня загаданный человек? Смотрите, он думает, что вы далеки, но близки. Он думает, что вы достигли, знаете, как она доигралась. Она доигралась. Видите, здесь женщина, рыцарь жезлов, поэтому он не может вас отпустить. Не может вас отпустить. Но вину скидывает типа на вас. Как бы он думает о том, что вы получили, чего хотели. Ну, вот сама виновата, или, ну, ты же этого хотела, вот так ты хотела, да, то есть вы где-то немножечко перегнули, да, но все-таки соперница здесь, скорее всего, есть. Вот это вот спящая жрица, да, царица, вот, и вот эта башня, то есть оно не просто так тут все. Что чувствует к вам этот отшельничество? Пытается, знаете как, он пытается оправдаться, пытается спрятаться. Вот, но он при этом и вызревает, то есть происходит, то есть как бы у него происходит внутри процесс осознания своего поступка, имейте это в виду, и что он будет, ну, как бы намереваться делать к вам. Эх, вот я же говорил, что будет туда-сюда качели. Он будет вам пудрить мозги, он будет вас обманывать, к сожалению, да, то есть он будет вас держать в неведении. И вы будете, как бы, знаете, как в треугольнике между двух ворон. Кстати, может ли здесь быть не соперница, как женщина, там он ушел к другой, там какой-то телочке, да, или к подружке, ну, как ее там называть, без разницы, это может быть еще мама. То есть тут как бы вы будете заложниками вот этого треугольника, где ему в одно ухо каркает одна, в другое ухо другая, и по итогу он отшельник. Поэтому вот это вот стояние, да, и вот эта инфантильность, она будет как бы вас очень долго шатать. Стоит ли оставаться в этих отношениях? Давайте смотреть дальше. Смерть. Здесь роковые события, что-то должно измениться, и давайте уточнять.
Ну, здесь конфликт. Смотрите, рок и суть этого испытания, и суть этого мудрения заключается в том, что вы должны пройти этот роковой конфликт. Опять Луна, конфликт будет развиваться по магии, по Луне, по эмоциям, поэтому пока выходить из этого вы просто так не сможете. То есть, как бы и карты говорят, ну, не говорят еще о том, что это все конец, хотя смерть, да, но какую-то игру вы должны прожить. Поэтому не знаю, в чем заключается ваша игра, может быть какой-то магической отвязки, может быть магической игре непосредственно, но тем не менее это очень похоже на какой-то конец и на злой рок, на, ну как бы злой рок, смерть это злой рок, да, поэтому по сути вас ждет игра на выживание здесь в этих отношениях. Ну вот так. И дети на этой арене могут быть, да, они могут тут с вами участвовать. Ну вот такой интересный расклад. Напишите мне в комментариях, как вам резонирует, ну, допустим, второй расклад, какая у вас игра. Да, я всегда читаю комментарии, мне очень нравится, как вы пишете, потому что пишете очень интересно. Ну и расклад номер 3, друзья. Давайте посмотрим, кто этот человек или что это за человек, да, кто он, она. Ну, во-первых, карта говорит о том, что он принц птиц. Во-первых, дружба, да, доброжелательность и благосклонность. Ну, как минимум, это дружбан ваш, да. Ну, напоминает этот аркан рыцаря чаш, да. Опять у нас рыцарь чаш выпадает. Но друг, хорошо, хорошо и хорошо. Он вам не враг, уже хорошо. Давайте еще одну карту. Смотрите, это достаточно умный человек. Может быть вашим советчиком. Вот. Кстати, может быть как бы даже вам ангелом-хранителем. Вот интересно. И он вас тоже очень ценит как умного человека, особенно если вы женщина. Вот это, скорее всего, мужчина, а думает он о женщине, да, то есть, ну, вот, как бы, когда вы с ним начинаете взаимодействовать, обмениваться информацией, да, вот так вот она и выглядит, эта информация. Кстати, напишите вам, как эта колода, понравилась или нет. Так вот, он расценивает вас как хорошего собеседника. Вот тут вот может быть хорошая, теплая дружба, любовь, такие отношения, знаете, с дорогим человеком. Вы дороги. Ну и давайте еще, какой он вас видит. Опять вот принц книг, да, принц птиц, книг, доминирование, да, и преодоление трудностей, терпение. Этот человек вам дан для того, чтобы вы прошли сложный период жизни, где-то вы справляетесь с одиночеством, где-то вы справляетесь с какой-то трансформацией, где-то вы учитесь чему-то. Человек-проводник, человек такой, знаете, как привидение. Он непонятный, он пустой, почему-то у меня какая-то пустота здесь идет от этого всего. Но он вам не вредный. Он вам не вредит, с ним можно поддерживать связи, да. Вот. Здесь достаточно много информации через него проходит, через вас проходит, вы можете обмениваться информацией. Давайте посмотрим, да, вот, то есть как бы, давайте посмотрим, для чего он вам дан. Вот, все, вот так вот, последняя карта сюда и хватит вам. Для чего он вам дан? Вот, видите, паш мечей. Для того, чтобы заразить вас стремлением, видите, заразить, почему говорю заразить? Потому что это через мысли. Мысли, они заразные на самом деле, и на самом деле НЛП, различного рода техники, они могут как бы, ну, как семена, да, попадать в мозг, да, вот если правильно общаться с человеком, то можно его заразить, да. Так вот, он, давайте так, с хорошим, слово хорошая бацилла, это ваш мотиватор, по сути, да, этот человек, вот, ну, там, пусть он будет мужчиной, да, может быть и женщина-мотиватор. Женщины тоже неплохие мотиваторы, но больше мотиваторы мужчины все-таки. Так вот, он заражает вас вот этим стремлением, энтузиазмом и как бы дает вам какой-то, открывает вам ресурсы в ваше будущее. Да? Тут вот потенциал на будущее, это все-таки, вот знаете, как открывает вам что-то скрытое в вас, которое в будущем будет вам как-то помогать, да, или как-то реализовывать вас. Что он думает о вас сегодня, да? Ну, во-первых,
он думает, что вы постепенно богатеете. Имейте в виду это. То есть, и он думает о том, что у вас есть наследство, что вы не бедный человек, что вы человек с деньгами, богатый, то есть ему с вами выгодно. Но это и хорошо, да, то есть, почему это? Это неплохо, я же сказал, этот человек неплох, да, если он вас мотивирует, а вы ему платите, то вы платите хорошему специалисту за мотивацию, да, например, если он ваш коуч, да, тренер какой-то, да, по бизнесу, по спорту, платите ему, хорошо, вы человек достойный этого тренера, а он достоин вас, да, вот вы друг друга достойны. Хорошо. И он думает, что вы как минимум, давайте так, не очень хорошие управляющие, вот так вот, да. Смотрите, вы богаты, но плохо управляете чем-то. Возможно, для этого вы с ним и взаимодействуете, чтобы он вас смотивировал быть хорошим управленцем. Понимаете? Что он чувствует к вам? Какие чувства питает? Да? А здесь мальчик из бочки — это повешенный. Знаете как? Эта карта вообще повешенного, да? И вот ему вас не жаль. Имейте в виду. Ему вас не жаль. Но вы пытаетесь, чтобы он вас пожалел. Но в том-то вся и... Знаете как? В чем весь фикус-пикус? А в том фикус-пикус, чтобы вы перестали себя жалеть. Вот. То есть как бы он вас учит проходить вот этот порог жалости к себе. Потому что, возможно, в этой жалости к себе вы застряли в повешенном. Что он чувствует? Он чувствует, что вы платите много денег. Вам больно, что вы много теряете, вы страдаете. Но в том-то вся фишка, что вы вот здесь сейчас проходите вот это искупление, получаете вот это образование, это базовое знание, да, и в отношениях, например, да. Вы дорого платите за это взаимодействие, но оно по судьбе, карме, вы должны выстрадать эту боль и выйти на какой-то новый уровень. Для этого вы и учитесь. Да? Королева книг, скорее всего, вот здесь же мужчина учит, женщина учится. Какие бы отношения у вас не были. Сложные, несложные, легкие, обучалки, романтик или еще что-нибудь. Поэтому, по сути, еще раз, какие чувства он к вам испытывает? Он испытывает к вам чувства своего ученика. Или своей ученицы, без разницы. То есть он, знаете, как... Что он чувствует к вам? Он чувствует такое же самое, как когда Христа распяли. Это же повешенный, да? Вот толпа стояла, да, и вот совокупное чувство, что там было, да, ликование или радость, да, или боль, да, вот такое. Вот это смешанные чувства, да, можно сказать. Но, по сути, это же весы, поэтому он видит вас какого-то партнера, коллегу, и показывать свою эмоцию он не может. Но не потому, что он не умеет показывать. Нет, у него есть эмоции. Просто он понимает, что вы проходите сложный этап в жизни и обучение чему-то. Да? Вот терпи, казак, атаманом станешь. Да? Вот такое есть. Ну и что он будет делать в отношении вас? А здесь королева птиц. Здесь аскетизм, унылое мировоззрение, благочестие и знания. Он будет вам монотонно, знаете, как монотонно, скучно, да, вам может быть где-то поначалу, но передавать информацию. Возможно, ту информацию, которую вы не можете просто так получить, да, вот, или вам скучно, он как-то будет вам ее скармливать, да, таким способом, что под его или в его интерпретации это, или в его подаче эта информация будет вкусная, питательная, да, то есть он вас будет кормить информацией, то есть он вас будет продолжать с вами работать, да, продолжать обмениваться с вами информацией, учить вас, условно говоря, нравится вам это, не нравится, программировать вас, но для вас эта программа, она не вредная. Давайте спросим, вредна ли вам эта программа или нет. Просто спросим, да, а вдруг вы подумаете, что это я хочу тогда вас запрограммировать, да. Посмотрим, хорошая карта или нет, или плохая. Паш коньков, разочарование, неудачная попытка и борьба. Но смотрите, она может быть для вас опасна, эта информация, имейте в виду.
да, она может вас завести куда-то. Этот человек, он тут катался на коньках и провалился под лед. Смотрите, да, эта информация вам может навредить, если вы пойдете по тонкому льду. Вот и все. Поэтому будьте осторожны, кушайте эту информацию, таким образом, чтобы вы не пошли на тонкий лед. Да, и давайте так скажем, не газуйте на коньках по тонкому льду. Вот. Поэтому информация может быть... Какая именно информация может быть опасная? Давайте посмотрим. Здесь барон ягод, да. Это амбиции, желания и нарушение обещания. Нарушенное обещание. Смотрите, здесь... Если он вам много обещает, может набрехать. Поэтому не наделяйте этого человека какими-то сверхбожественными способностями. То есть самые большие разочарования, они там, где самые большие очарования. Поэтому просто смотрите на этого человека, на этого учителя, на этого мужчину или на эту женщину трезво. Да? То есть если как только вы его наделите сверх какими-то там могущественными способностями, сразу провалитесь. Обломаетесь, не надо. Он тоже не бог, он не царь и не император. Да? Вот. Но и смотрите, здесь еще такое. Если он из вас делает сверхамбициозного человека, все-таки, да, амбиции тут есть и желания, да. Если он вам обещает, что он исполнит все ваши желания, тогда этот человек просто вами манипулирует. Поэтому тут нужно четко смотреть. Если человек говорит, что, может быть так, да, а может быть и не так, оно может получиться, может не получиться. А если вам этот человек говорит: я 100% сделаю из тебя там гениального поэта, художника, спортсмена или там лучшую жену. То есть, смотрите, здесь максимализма быть не должно. Если из вашего мастера или вашего партнера, мужчины или женщины, идет какой-то максимализм, идеализация, то в конечном итоге он разочарует вас. И барон ягод — это все-таки несбывшиеся желания, нарушенные обещания и амбиции, которые не реализованы. Поэтому трезво смотрите на себя, трезво смотрите на него, соотносите, видите, я аж запутаюсь, соотношайте, не сношайте, а соотношайте один себя с ним и его с собой, и выстраиваете такие трезвые отношения. Но то, что этот человек поможет вам пройти сложные испытания и даст вам какие-то базовые знания, чтобы выжить в сложной ситуации, это я вам гарантирую. Но, конечно, не 100%, а 99,44. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и мир, который окружает вас. Оставайтесь на связи, ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии. Я вас всех люблю. И на связи. Пока-пока.